Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 августа, четверг. И прежде всего я хочу поздравить своих украинских зрителей с национальным праздником, с Днем независимости Украины. А вместе с ними хочу поздравить с этим праздником и все прогрессивное, так сказать, человечество. Всем тем добрым людям, которые разделяют боль, страдания украинского народа, и которые всемерно поддерживают Украину, ее народ, ВСУ в их трудной борьбе против сил зла, против Мордора. И все вместе мы неизбежно победим. Тем более, что, видите, возможно, заметили на моих последних видео, ситуация вот как-то так, она была напряженная, и черная полоса в основном, или серая, темно-серая преобладала. Но сейчас как бы чаша весов все больше склоняется в нашу пользу, то есть в пользу сил добра. И я вам должен сказать, что я как сегодня вспоминаю этот день, потому что я встретил его в Украине, был тогда в отпуске, и я как раз ехал утром, я ехал в сторону Антоновского моста. Тогда он только строился, там был пока только один железнодорожный мост. Антоновский строился уже там год пятый, я уже даже потерял счет, сколько он строился. Я там стрелял щук, подводной охотой занимался. Туда я ехал и слышал разговоры, что все, Украина теперь независимая, сейчас мы перестанем кормить всю остальную, весь остальной бывший Советский Союз, и скоро жизнь станет прекрасной, удивительной. Обратно были те же самые разговоры. Народ ехал, груженный со своих дач, с кошелками, которые были доверху набиты овощами, ягодами. Такое приподнятое настроение было. Народ ожидал, что ну вот сбросили мы это иго со своих плеч, кремлевское иго. Сейчас все будет хорошо. Ну, теперь понимаете, что не все получилось хорошо, и многое получилось нехорошо. Прошло 30 лет. Но если мы обратимся к классике, конкретно к Евангелию, мы вспомним, что Моисей, вернее, это не Евангелие, это Пятикнижие Моисея. Так вот, вспомним, что Моисей, народ израильский, после египетского пленения водил 40 лет. 40 лет после рабства для того, чтобы в землю обетованную вошли уже свободные люди, избавленные от этого наследия, пагубного наследия рабства. И вот нечто подобное происходит и с Украиной. Украина мучительно 30 лет избавляется от печального наследия Советского Союза. И это прежде всего психологическое, ментальное наследие, которое в реальной жизни чаще всего выражает себя через повальную, непомерную коррупцию, которая превратилась в такую же страшную угрозу для государства, для народа, для нации, как и внешняя угроза со стороны Мордора. Но все будет хорошо, Украина. Гордиев узел придется разрубить одним махом и победить, уничтожить как внешний фронт, так и внутренний. Все должно быть хорошо. А сегодня я остановлюсь с вами на обсуждении еще одного фронта, который вчера открылся официально. Мы о нем говорили, а вчера он открылся официально. Это борьба за пост следующего президента Соединенных Штатов Америки. Кто будет следующим президентом, этот вопрос, ну, наверное, номер один, скорее всего, на повестке дня у Путина. И мы с вами обсуждали, что мнение других аналитиков, которые я разделяю, что он все приостановил, все отложил на второй план, ждет результатов этих выборов, потому что от них зависит, что он будет делать в Украине. То ли он попытается пойти на переговоры, то ли он попытается затянуть этот конфликт до бесконечности. И на карту поставлено все. И для него нужно
победа Трампа, однозначно победа Трампа. Ну и вот сейчас я вам расскажу свое впечатление, потому что вчера состоялись первые публичные дебаты представителей республиканской партии, кандидатов на этот пост. То есть сейчас решается вопрос, кто будет выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев. Их сейчас 8 кандидатов. И вот я вам сейчас это все расскажу, и мы попытаемся понять, что ожидать нам, самое главное, что ожидать Путину. И, по-моему, ожидание у него закончится крахом. То есть выборы произойдут не так, как ему хотелось бы. Совсем не так. Начну вот с чего. Значит, в предыдущем видео я вам рассказывал, что дела Трампа неважные. И основные доноры республиканской партии рассматривают альтернативные варианты. Одним из этих доноров является Руперт Мердок, которому принадлежит Wall Street Journal, между прочим, а также, самое главное, Fox News. Это один из крупнейших общенациональных телеканалов. Это единственный телеканал, который поддерживал худо-бедно Трампа. Там же работал небезызвестный Такер Карлсон, главный пропагандист. Это Соловьев трамповский, которого уволили. Был уволен из Fox News распространение лживой информации, исходящей от самого Трампа, о том, что выборы 2020 были фальсифицированы демократами. За это, кстати, за распространение этой лжи, суд наказал Fox канал штрафом в размере порядка 780 миллионов долларов. И выплатив эту сумму, Fox вынужден был уволить одного из своих ведущих журналистов, Карлсона. Так вот, значит, буквально накануне вот этих дебатов первых, которые всегда рассматриваются как крайне важные, которые будут как бы определять, куда дальше пойдет эта кампания, Руперт Мердок дал отмашку мочить Трампа на канале Fox News. То есть это невероятно. То, что произошло, это невероятно. После этого у Трампа не остается ни одного общенационального канала. Ну и первый выстрел был убийственным, просто убийственным. Выступил юрист, человек, собственно говоря, без какого-то особого имени, но он дал великолепную характеристику юридическую того, где сейчас находится Трамп и что можно ожидать от его предвыборной кампании. Напомню, Трамп имеет рейтинг свыше 50% у республиканских избирателей и более чем 2 раза опережает своих ближайших, так сказать, соперников, среди которых губернатор Флориды Десантис, а второй индус, о котором я вам говорил, которого фамилия Рамасвами. Я вам сейчас все это рассказываю, потому что от того, как закончится эта борьба, кто будет следующим президентом, практически на 100% зависит от того, будет помощь Украине или нет, начиная с января 2025 года. Да, может быть, даже раньше. Потому что республиканцы в Палате представителей будут принимать решения уже в ближайшие месяцы, и значительное влияние на их действия вот сейчас будут оказывать перспективы их победы или поражения в 2024 году. Так вот, где находится Трамп? Находится он в глубокой, ну, скажу мягко, печали. То есть по экспертному заключению вот этого самого адвоката, который выступил на Fox-канале, Трамп, против него выдвинуто обвинение по 91 пункту. Это обвинение в совершении тяжких уголовных преступлений. В Америке это называется felony. 91 отдельный пункт. И вообще по статистике от этого нельзя отбиться совсем. То есть разбить их всех в ноль и выйти оттуда так свободно, то есть выйти из всех этих судебных дрязг целым и невредимым практически невозможно. То есть за какой-то, ну хоть за один, но он сядет за решетку. А это все. Против Трампа, значит, есть 4 обвинения, 4 дела, где он обвиняется в уголовных преступлениях. А там вот все вот эти пункты, в целом 91. 2 дела – это те, которые рассматриваются по федеральным законам.
Это дело в штате, вернее, в округе Колумбия, ДС, и во Флориде. А два по законам штатов. Штат Нью-Йорк и штат Джорджия. И это очень важно, где рассматривается, потому что если по федеральным законам, то есть надежда, то есть Трампа посадят, но потом станет президентом республиканец, и он его помилует. Это если по федеральному делу его посадят. Но если посадят по законам штатов, то ему придется отмотать какой-то срок за решеткой. Теоретически его могут помиловать, даже по законам штатов, но уже не президент, а должен помиловать губернатор штата. А в Нью-Йорке это демократ. А что касается Джорджии, то хоть там Джек Кэмп и республиканец, но он не может так просто взять и помиловать, прежде чем человек, то есть в данном случае Трамп, не отмотает какой-то срок за решеткой. Отмотать срок за решеткой это смерти подобно. Ну, представляете, этот мальчик, который родился с серебряной ложкой во рту, который масса денег, который купался в роскоши, который считал, что все ему возможно, и вдруг попадает хотя бы на один срок. То есть не то, что на один срок, хотя бы на один день. А их, то есть там же их всего где-то 19 человек. И прием, вот сейчас происходит прием, процедура сдачи этих людей властям штата. И если, скажем, вот в Нью-Йорке недавно или в Вашингтоне, округ Колумбия, сдача проходила в суде, то есть приходит вот тот же Трамп, приходит не в тюрьму, а в суд и предлагает, вернее, его адвокат просит отпустить его под залог, там $200 тысяч. Ну, его отпускают. То есть он еще не вступает в тюрьму, а вот в Джорджии они все идут прямо в тюрьму. И двое вот на вчерашний день утром прочекинились, их приняли, взвесили, определили рост, сфотографировали фас и профиль, очень некрасивое фото, там яркая вспышка, ослепляющая и так далее. Ну, в общем, знаете, это фас и профиль. И потом, значит, за решетку. Тюрьма суровая. Там есть местные банды, которые там орудуют. То есть вот такому изнеженному политикану и там вдруг оказаться, там и отпетушить могут. Причем не задумываясь об этом. Короче говоря, это страшный сон. И поэтому сейчас вопрос стоит в том, кто из них первый заключит договор с обвинением, то есть с прокуратурой штата. И раньше, до сих пор, Трампу удавалось спихнуть это на своих людей. Вот, допустим, сидит сейчас, я не помню, сколько ему дали, но немало, главный бухгалтер Трампа, которого посадили за фальсификацию налоговых деклараций Трампа, в результате которых он не платил налоги. Ну, то есть понятно, что это Трамп его заставлял это делать, потому что, ну, зачем главному бухгалтеру в пользу Трампа, значит, фальсифицировать налоги, если он с этого ничего не имел. Но он взял все на себя. И вот до сих пор все как-то так на себя брали, даже его ближайший доверенный юрист сейчас сидит, и он очень недоволен, что Трамп его кинул. Он кидает всех. Так вот, из вот этих 18, которые сейчас остались, уже процесс пошел. Уже заключил, говорят, сделку с обвинением 4-й по важности подельник Трампа. Ну а самое главное, что ожидается сейчас, вот тут самое главное, что первый, кто, как говорится, откинулся или перевернулся, сейчас все ожидают, что это сделает начальник, это называется руководитель аппарата Белого дома. Это вот ОПА Трампа, этот Медоуз, это вот американский Ермак. И уже идут слухи о том, что он уже ведет переговоры. Короче говоря, на этот раз за Трампа сидеть никто не собирается. Он будет отвечать по всем 91 пункту. Доказательства есть, вот самые такие железобетонные. Это в штате Флорида, там, где обвинение, выдвинутое против него, в том, что он
халатно обращался с секретными документами. Вы помните, там у него несколько ящиков обнаружилось в его поместье. При этом имеется запись, аудиозапись его разговора, он кого-то там, по-моему, журналистов каких-то пригласил и хвастался, что вот эти документы, это секретные документы, он, говорит Трамп, он мог бы их рассекретить, когда еще находился в Белом доме, прежде чем их привезти домой. Но он этого не сделал. То есть он признается, что он понимает, что здесь находятся секретные, нерассекреченные им документы, и он это понимает. То есть умысел, осознание человека, что он совершил преступление, налицо. Но примерно такое же по весу доказательство имеется в штате Джорджия, где он по телефону давал указания секретарю штатов подделать, добавить к результатам голосования примерно 11 700 мертвых душ для того, чтобы переделать результаты голосования в пользу Трампа. Короче говоря, дело движется его достаточно плохо. С января месяца начинается заседание судебное, и большую часть следующего года, когда все его соперники будут заниматься кампанией, то есть дебатами, у него дебаты будут в суде, где он будет отвечать на вопросы прокурора. И отвечать на вопросы прокурора – это не то, что выступать перед толпой своих ярых поклонников, где можно, извините за выражение, лепить Горбатова о том, что все вокруг неправы, все тебя обижают, а ты единственный правильный и так далее. Там вопрос по существу, там нельзя увиливать. Там, если тебя спрашивают, ты украл эти документы, нельзя говорить, что а Джо Байден тоже украл. Если он так ответит, ему скажут, обращаем ваше внимание, отвечайте на вопрос. Сейчас спрашивают вопрос, вы незаконно вывезли, вы понимали, что вы вытащили эти документы или нет? И он должен будет отвечать, да или нет. Описывая Трампа в целом, вот свое впечатление о бывшем президенте США, этот же самый юрист, подчеркиваю, на Fox Channel, сравнил его с олигофреном. То есть это маленький мальчик, который с заторможенным развитием, интеллектуальным, может быть, психическим. То есть это мальчик, который обжегся о раскаленную плиту, испытал боль. Ему говорят, больше так не делай. А он разворачивается и опять идет к этой плите, и опять притрагивается. Опять, ой, больно. Ему третий раз говорят, и вот это он делает 91 раз. То есть вот с этой точки зрения вот подумать. Человек, который 4 уголовных дела на нем, 91 пункт обвинения. На нем, помимо прочего, еще 6 или 8 гражданских исков на сумасшедшие деньги. Это один человек вот так сам себя загнал. Можно же было остановиться на любом из этих пунктов и уладить все эти дела, и все закрыть, все проблемы. Но он как Путин, он эскалировал дальше, он считал, что ему пойдут навстречу, его ублажат, потому что вот такой он сильный, он такой великий, и пойдут навстречу. И вот он загнал себя в эту трясину, из которой сейчас фактически выхода нет. То есть, если теоретически даже вот Байден, то есть его осудят, а Байден его помилует. Ну, понятно, с какой целью Байден не будет этого делать, понятно. Но теоретически. Но это никоим образом не освободит его от наказания по законам штата Нью-Йорк и Джорджия. То есть придется сидеть. Человеку за 70. Срок ему дадут, если это felony, там самый минимальный, по-моему, 12 месяцев. Ну, то есть это минимум 6 лет. А учитывая там наличие, как говорят знающие люди, местных банд, кто там только не сидит, то вполне возможно он закончит там свою жизнь. Ходят слухи, что он пытался договориться, пугая, что вот если он посадит, то тут поднимется волна протеста среди его сторонников, которые сметут федеральные власти, будет чуть ли не революция за Трампа. И под это дело якобы он хотел сделку, чтобы ему разрешили умотать в Объединенные Арабские Эмираты.
У Эмиратов нет с Соединенными Штатами договора о экстрадиции. То есть теоретически это имеет смысл. Я вам рассказывал, что по имеющимся данным инсайдерским, Лукашенко там же строит себе базу, куда он мог бы, значит, свалить в самый черный день, когда все рухнет. Я так себе представляю просто эту картину, где эти все достойные люди встретятся. Трамп, Лука, бледная моль из Москвы, товарищ Си, которого выгонят из Пекина, потому что он не захочет проводить структурные изменения, необходимые для того, чтобы вытащить китайскую экономику из ямы, куда она сейчас проваливается. В общем, была бы та еще картинка, но, видимо, не получится. У Трампа это не получится. Ну и вот представить себе вот такую картину, которую человек сам себя загнал. Он не смог распорядиться своей судьбой, своей жизнью, загнать себя, угробить жизнь до старости лет, на склоне лет. И загнать себя в такое безвыходное состояние. Вопрос возникает. Как же ему можно доверить судьбу страны? Ну как вот этому человеку, если он загнал себя в долги, у него там 5, по-моему, банкротств было, и выполз он только благодаря тому, что черные деньги серые поступали из Москвы, в чем признавался его сын. Затем он превратился в путинскую баллонку по тем же денежным причинам, финансовым причинам. И потом вот загнать себя с этими уголовными гражданскими делами. И как такому человеку можно доверять судьбе государства? Уже понятно сейчас, что он идет, главная его цель на этих выборах, если он туда пойдет и попадет, и хочет выиграть, понятно, что это только для того, чтобы спасти себя от тюрьмы. То есть государство, судьбы государства, это реформы, кто-то от него что-то ожидает, что вот он что-то сделает, и экономика будет процветать. Да некогда ему будет думать об этом, он будет думать совершенно о другом. Вот такая ситуация, господа, с Трампом. Я напомню, почему я рассказываю этот вопрос, освещаю этот вопрос подробно, потому что его позиция такова. Он заканчивает войну, если станет президентом, в 24 часа. Обращаясь к Путину, обращаясь к Зеленскому. Зеленскому он объявляет тут же, первые 24 часа, что помощь прекращена. Иди договаривайся с Путиным. Ну вот, на фоне этого происходящего, значит, очень важно было, а кто ж там другие? Их 8 человек. Если не Трамп, а эти 8 его уже списали. То есть вчера вот они в кулуарах выступали, CNN это освещало, они говорят, вот, допустим, одна из кандидатов, Ники Хейли, бывший губернатор Южной Каролины, она говорит, он же весь следующий год просидит в тюрьме, какая предвыборная кампания, теперь мы должны активизироваться, говорит она, а у нее 6% поддержка, у него 54 среди республиканцев, у него всего 6. Она говорит, вот мы как-то так, теперь мы, главное, должны стать. И вот вчера они предстали в городе Миннесота. Значит, я остановлюсь только на одном вопросе. Я вам говорил, что меня во всех этих политических игрищах интересует только один вопрос. Отношение конкретного политика к вопросу о помощи Украине, а значит вообще к вопросу отношения его к Украине и к путинской агрессии против Украины. И ко всему тому, что с этим связано. Вот и все. Поэтому, значит, я вчера внимательно посмотрел на эту передачу, сейчас я вам доложу. Значит, из этих 8, 2, которые делят 2 и 3 место, это бывший, вернее, нынешний губернатор Флориды Десантис, который считался лидером, который вот считался, что это нормальный республиканец, он выиграет у Трампа, вот среди республиканцев. А второй неожиданно, это индус, о нем рассказывал, Вивек Рамасвами, 38 лет, бедные индусы эмигрировали в 80-е годы, его родители в Соединенные Штаты, родился в 85-м, человек учился блестяще в школе, получил 2 блестящих образования, одно из них в Гарварде, или даже 2 в Гарварде,
И к 38 лет, когда он создал компанию, которая теперь капитализация ее превышает $1 миллиард. Американская мечта. И он был где-то вот делил, а сейчас вырвался после вчерашних дебатов на второе место. Вот, собственно, два человека, на которые обращают внимание. У них поддержка была в 2 раза меньше, чем у Трампа, у которого 54 примерно так. Но зато у остальных 6 там вообще до 10 не дотягивает. Там вот 6, 7, вот так вот примерно. Значит, какая у них позиция? Рамасвами. У меня такое впечатление, что это второй Обама. То есть говорун, птица-говорун. Поток сознания, он блестяще владеет речью, видимо, тренировался в ораторском искусстве. Я не знаю, но, наверное, он очень блестящий, конечно, бизнесмен. Что касается внешней политики, это полный ноль. Ну, господа, вот, учитывая то, что мы с вами обсуждаем уже 1,5 года, и читая вашу обратную связь, ваши посты, обращенные ко мне, я могу вас заверить, что 99% из вас разбирается во внешней политике глубже и на более высоком уровне, чем кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Там полная каша абсолютно. Ну, что вся эта каша суммируется одним. Никакой помощи Украине, у нас масса дел, нам не до этого, потому что, помогая Украине, мы толкаем Путина в объятия Китая, а это нам не надо, а у нас полно дел. И вот когда начинает говорить, что слишком много денег, начали не с того, что Украине за прошедшее время предоставлено порядка $77 миллиардов. Вот как это? И вот они, те, кто выступает против, значит, говорят, что у нас свои проблемы. И все проблемы, самое главное, это Южная стена, которая граничит с Мексикой. И вот как будто Америка не может себе позволить, ну хорошо, допустим, важная проблема, стена. Но я никогда не поверю, что Америка не может решить проблему стены и оказания помощи Украине. Тем более, что там рядом с этим индусом стояла бывший губернатор Южной Каролины Ники Хейли, которая сказала: позвольте, мы вот эти деньги предоставлены Украине, это чуть-чуть больше 3% военного бюджета США, который имеет целью конечной сдерживание. Раньше был только Советский Союз, а сейчас Россия и Китай. То есть при помощи вот этих 3 чуть-чуть больше процентов мы сдерживаем Россию. Если бы не было Украины, то этот бюджет бы, на 50% был направлен на сдерживание России, остальные на сдерживание Китая. А сейчас 3,5%. То есть это уникальное по своей эффективности капиталовложение, которое мы делаем. Ну и дальше она разложила на части все то, что мы с вами 1000 раз обсуждали, что если рухнет Украина, то дальше пойдет там Прибалтика, то есть не Прибалтика, а Восточный флот НАТО, государства Балтии там и так далее. Это грамотнейший расклад ситуации с Украиной, который я вчера услышал. Хейли, она была представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций при Трампе. Блестяще была. Просто блестяще была представителем. И она, вот, пожалуй, единственный человек из всех 8, который обладает экспертными знаниями по внешней политике. Остальные все 0. И если представить, что хоть один из них станет президентом, мы будем иметь человека, у которого знания о внешней политике вообще и о том, что происходит в Украине, близко к нулю. Должен обратить внимание вот на одного. Да, там второй Десантис, полное разочарование. Это абсолютно серый человек, бывший морской котик. Хотя, то есть, морской котик, это не значит, что он должен быть серый, потому что я вам приводил примеры, допустим, Адам Кизингер, который был летчиком военным, сражался в том же Ираке, где был котиком, это Десантис, но это совсем другой по интеллекту человек. А этот действительно абсолютно серый человек. Я не знаю, как и почему он добился каких успехов во Флориде,
но я от него не услышал никакой реально сильного. То есть он не производит впечатление сильного человека, не производит впечатление харизматического человека. Полный ноль, опять-таки, по вопросам внешней политики. Поэтому вот мы имеем. То есть Трамп, понятно, его позиция по Украине. И вот эти два, второе и третье место. Крайне неблагоприятное отношение к Украине и к оказанию помощи. Был там и Луч Света в «Темном царстве». Это Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, такой полный. Мои украинские зрители, может быть, обратили на него внимание, потому что несколько недель назад он был в Киеве. И вот он рассказывал. И вы знаете, что я хочу обратить ваше внимание вот на что. Когда аудитория была такая прореспубликанская, и сначала она так поддерживала идеи никакой, ну, это по аплодисментам или отсутствие аплодисментов, это чувствовалось в зале. И тогда Кристи, значит, сказал: да, я за продолжение помощи Украине, сейчас объясню почему. Я был в Украине недавно, и я там видел. И вот он говорит, если взять этот зал, зал громадный, и заполнить здесь все места детьми, а потом вне этого зала, помещения, окружить еще большой толпой детей, так вот это будет небольшое количество тех детей, которые Путин выкрал из Украины для того, чтобы их перепрограммировать и потом вернуть обратно в Украину и заставить этих украинских детей потом когда-то воевать против своей родины, воевать против своего народа. Он рассказал о этих ужасах, о пытках, когда людей убивали выстрелом в затылок, как отрезали им глаза, выкалывали уши, как на глазах, значит, полуизуродованных мужчин насиловали их жен, дочерей там и так далее. То есть он рассказал вот эту всю страшную картину. И зал, вот там, такое было впечатление, что если бы там пролетел комар, его бы услышали. То есть зал был в оцепенении. И вот это длилось его речь-то всего где-то минуты две, но она произвела потрясающее впечатление на в целом республиканскую аудиторию. И я вам должен сказать, вот я бы рассказывал раньше о том, что произошел где-то перелом последние 3 месяца, и большинство, в основном республиканцев, теперь против помощи Украине. Я вам напомню, расклад. Значит, 59% республиканцев считает, что надо завязывать, то есть, что уже достаточно дали, все, хватит. И 71% говорит, что надо прекращать вообще. Среди демократов 61 говорит, что дали достаточно, вернее, недостаточно дали, 62 говорят, что надо продолжать. То есть, чувствуете разницу? 71% республиканцев против оказания, а демократов 62 за. Но в общем контексте получается больше 50% всего американцев против. Вот он перелом. Это произошло из-за того, что люди не знают, что происходит, не знают в деталях, не знают всего ужаса ситуации, которая в Украине. И это провал, господа, это провал в, ну, если хотите, пропагандистской деятельности властей Украины, я имею в виду гражданской власти. Я разговаривал со своим приятелем давним, который... Но у него колоссальные связи на высшем уровне в республиканской партии, причем они идут еще от его родителей, это еще со времен Джона Кеннеди. Он рассказывал, как после Второй мировой войны граждане европейских государств, которые вот-вот только что закончилась Вторая мировая война, фашизм повержен, и встает вопрос о том, надо же их восстанавливать, план Маршалла, там, а он еще в работе. Так вот, приезжали граждане из различных стран и запускали в США поезда благодарности. Поезд благодарности Франция, поезд благодарности Бельгия, допустим, поезд благодарности Нидерланды и так далее. И вот они ехали по Соединенным Штатам Америки и благодарили американский народ за то, что помощь, которую он оказал во время Второй мировой войны. И тем самым так подразумевалось, что мы просим, чтобы вы продолжили оказать эту помощь дальше, потому что надо восстанавливать. И тем самым был заложен фундамент для плана Маршалла. Вот что делали умные люди, и вот как надо действовать. Американский народ, он в принципе, добрый, он сентиментальный, и тронуть его душу
не сложно. Нужно только грамотно и чистосердечно, без фальши это делать. И вот я так думаю, что сейчас как раз настал критический момент. Вот до конца выборов, в связи с теми результатами, которые мы получили, то есть вот этот результат негативный, он произошел за последние 3 месяца. То есть за следующие 3 месяца можно переломить, если донести те мысли, которые вот донес в течение 2 минут тот же самый Крис Кристи. Ну, понятно, что сейчас, наверное, не после Второй мировой войны, тогда телевидение не было так распространено, как сейчас, тогда поезда были. Но сейчас, наверное, можно придумать что-то другое. Телевидение сейчас есть. Прилетали в Киев видные деятели Голливуда. Куда-то пропали золотые яйца, мы знаем. 36 миллиардов гривен исчезли за несколько месяцев прошлого года в неизвестном пространстве. Вот если собрать этих звезд Голливуда и уговорить их бесплатно сделать картинки для телевидения, а потом откопать что-нибудь из золотых яиц и профинансировать платные commercials по американскому телевидению на минуту, на полторы, на 2, оно того стоит. Или в крайнем случае, если яйца золотые так закопаны, что уже их не откопать, без ФБР. ФБР займется этим после окончания войны. Вернее, занимается сейчас и ЦРУ, но доведет дело до конца после победы. Так вот, ну хотя бы в дело пустить ту помощь, которую дадут. Вот это действительно на благо пойдет эта помощь. И финансировать эти коммершалы по американскому телевидению, посоветовавшись с Крисом Кристи, как это лучше сделать. Вот он это сделал, он знает, как это сделать, чтобы раскрыть американскому народу, что происходит, а не сидеть и ждать, как вот, и причем еще повякивая при этом, что там Америка в том виновата, или Америка в этом виновата, там и так далее. Действовать надо, господа, действовать. Ну вот, значит, что еще там было? Короче говоря, вот, Трамп, негатив в отношении Украины, 2 первых теперь, на первом, втором, а после этого вчерашнего выступления индус вообще на 2-е место вышел. Кристи, хороший человек, он мне понравился, который недавно был в Киеве, но шансы у него минимальные. Кстати, это он сказал, что Трамп, черт с ним, можно простить. Я бы ему простил эти уголовные дела, но он опустил должность президента ниже плинтуса. Это позор для Америки. За что его там зашикали, чуть ли не освистали. Был еще один интересный эпизод. Юрист был Хатчинсон, бывший губернатор штата Арканзас. Кстати, его одобрил на эту должность Трамп, еще будучи президентом. Он сам юрист, работал в правоохранительных органах, в частности, агентству по оружию и наркотикам. И он вспомнил 14-ю поправку Конституции Соединенных Штатов, о котором я вам сказал в предыдущем видео. Он на нее сослался как на юридический документ, согласно которому Трамп должен быть снят с пробега, дисквалифицирован от дальнейшего пребывания в этой президентской гонке. Ну вот, на этом, собственно говоря, оно и закончилось. То есть, суммируя все сказанное, Трамп, судя по всему, все. То есть даже вот эти люди, которые потом в кулуарах беседовали с журналистами, я имею в виду вот эти 8, они так высказывали, что, ну, видимо, да, видимо, Трамп сходит с пробега, поэтому допрыгался, доскакался. Остается вот эти 8. Из них Десантис, ну, судя по всему, вчера у него был провал. Я не вижу потенциала изменить, потому что, ну, я не увидел у него идей никаких. Это средний, ну, так вот, уровень командир взвода котиков. То есть он, поручи ему вместе с Будановым, он бы шикарную операцию диверсионную провести где-нибудь в Крыму, но на президента он никак не тянет. Индус, думаю, что... То есть он опасен. Он опасен вообще для Америки, то же самое. Молодой, наглый, самоуверенный. Он хорошо знает биологию, он, по-моему, биологический факультет закончил. Он, видимо, неплохой юрист, но во внешней политике полный ноль.
и самоуверенность его губит, то есть его тоже нельзя пускать на этот пост. Но остальные меньше 10%. Поэтому меня не удивляет то, что я вам сказал в предыдущем видео, то, что спонсоры начали искать на стороне другие возможные варианты. Потому что вот сейчас они проводят вот эти все отбор среди республиканцев, но когда будет съезд, не обязательно из них будут выбирать. Могут выбрать любого. Был прецедент в истории Соединенных Штатов Америки, когда также вот не знали, кого выбрать из тех, которые проходили отбор. А потом произошла так называемая курительная комната, когда боссы республиканской партии заперлись на ночь, курили сигары, и там, я уже не помню, кого они выдвинули кандидатом, и он стал президентом. То есть может быть еще одна курительная комната, курилка, где выберут другого кандидата. Вот так в целом ситуация. Вернее, еще не в целом. В целом она такая. Хорошо, это так между собой, между республиканцами. То есть все же ожидают, что республиканцы, и вы слышали от посланников, глашатаев, так сказать, республиканской партии в украинском информпространстве, что вот сейчас мы придем к власти, и тогда... Вот, то есть тогда, вот, я вот так что рассказал, Украина не получит вообще ни шиша, если вот кто-то из этих будет. Но если только Кристи, то есть человек сострадательный, он может бороться. Но, повторяю, республиканский избиратель 71% против, все. То есть надо на него что-то с ним делать. А надо делать вот то, что сделал Крис Кристи. Шансы, выиграют ли республиканцы? Оказывается, они же сами в кулуарах говорили, что задача непростая. Потому что последний раз, когда сидящий в Белом доме демократ, президент-демократ, шел на второй срок и терпел поражение, это было аж в конце 70-х годов прошлого века. Этот президент был Джимми Картер. С тех пор каждый раз, когда сидящий в Белом доме президент демократ шел на переизбрание, он добивался победы. Вот такая вот ситуация, господа. Что касается республиканского президента, то Джордж Буш, старший, был первый срок, выиграл войну «Бури в пустыне», считалось, что у него все в кармане, победа, а потом был Чикен Киев, котлета по-киевски его речь, после которой, как считают многие аналитики, вся украинская диаспора в Штатах проголосовала против него за то, что он призвал Украину оставаться в составе Советского Союза и не объявлять независимость. И все, и он продул. Поэтому, значит, там кричали Джо Байден. Старик немощный. Старик немощный внезапно превратился в могучего старика, отца американской демократии и надежды этой американской демократии. Поэтому в кулуарах эти представители, значит, с республиканской партии говорили, что предстоит очень тяжелая кампания. Причем я вам скажу так, что у каждого из них, из этих 8, шансов победить Джо Байдена не очень много. Именно этим объясняется усилие доноров республиканской партии с тем, чтобы найти кого-то подходящего. Вот в последние секунды, последние часы и дни они кинулись. А что касается Трампа, то вот исходя из последнего освещения его на Fox Channel, невиданно, я скажу, совершенно, все в шоке, кто это увидел и услышал. И судя того анализа, который я вам дал, его дело, Трамп, по-моему, все. Или близок к этому. Из этого следует, что и планы Путина стратегические, самое главное, он же собирался наверняка бросить в ход самую тяжелую артиллерию, самых своих глубоко законспирированных агентов влияния в Соединенных Штатах Америки. То есть для него сейчас исход выборов 2024 года президента США на порядок важнее, чем выборы 2016 года, 2020 года, сейчас или все, или ничто. Потому что, ну, смотрите, Китай, как мы с вами обсудили в прошлый раз, это конец китайского чуда.
То есть у товарища Си Цзиньпина теперь гораздо больше проблем, более важных, чем судьба этой бледной моли в Кремле. И чтобы решить эти проблемы, первое, что он должен сделать, скорее всего, чем он может решить эти проблемы, улучшить, это как-то так попытаться найти договоренность с Соединенными Штатами. И китайцы уже бросились это делать, пригласив. Долго отказывались от встречи на самом высоком уровне, ну, на уровне министров с американцами. Теперь приглашают министра торговли Соединенных Штатов. Приезжайте, поговорим. Короче говоря, значит, ситуация вот такая аховая у Путина. Ну и плюс еще внутриполитическая ситуация. Пригожин. Кратко скажу. Естественно, надо было ожидать, что вот это, ну, что сказать, теракт, убийство Пригожина породило неизбежно массу конспиративных теорий. Я вам скажу кратко, господа. Значит, вот теория, что это все инсценировано, он жив где-то там в Африке или в Латинской Америке. Коротко, это невозможно. Ну, смотрите, если он это инсценировал, чтобы спасти себя, значит, он от кого он себя должен был спасать? От Путина, естественно, правильно? Потому что больше не от кого. Ну вот, самолет упал, 10 трупов, проводится ДНК, и тут же определяется, есть там Пригожин или нет Пригожина. Вот и все. То есть путем сбития, уничтожения этого самолета с 10 пассажирами, один из которых якобы Пригожин, если имелось целью обмануть Путина и убежать, то это, ну, она никак не работает, совершенно не работает. Другое, еще менее удобоваримая теория, что Пригожин вместе с Путиным решили оболванить народ, и вот организовали эту всю якобы фиктивную теракт, в результате которого там был совсем другой человек. Теоретически это возможно, но на кой черт это нужно Путину городить все это? Зачем это нужно Путину, чтобы все это городить? Что это за нечеловеческая любовь Путина к Пригожину, ради чего он стал вот это все разыгрывать? По-моему, все просто. В таких вещах надо идти смотреть на самое простое объяснение. Мафия, крестный отец, у него есть консиглиери, советник, который его предал. Он его поднял из ничего, из зэков, на высоту необычайную, на уровне, который, ну, Пригожин считал, что он поднялся до уровня Шойгу и начальника Генштаба. Этот поднял мятеж. Ну, понятно, что нужно бы сделать крестный отец. Он должен убить этого человека, иначе система перестает работать. И, видимо, так это и получилось. Последствия. Единственный вопрос, как это было организовано. Я вполне допускаю, что, ну, поскольку Пригожин был страшным врагом Министерства обороны, Путин дал указание тому же Герасимову, ну, сделай там что-нибудь. Ну, и отстреляли те же самые военно-воздушные силы, бывший руководитель которых Суровикин теперь снят с должности, а вместо него только что посадили генерал-полковника Авзалов, по-моему, фамилия. Вот его первое боевое задание. Реши вопрос. Посмотрим, готов ли ты на должность командующего ВВС. Как это дальше воздействует на Путина и вообще на ситуацию в Российской Федерации? Значит, Путин, он нагонит страху. Там и так серые мыши. А после этой, то есть среди этих серых мышей оказался один крыс, Пригожин, который мог оставаться тоже серой мышью и был бы увешан орденами с бриллиантами, присвоили бы ему какое-то звание специально придуманное, типа фельдмаршал или генерал-аншеф, и все было бы хорошо. К 2 миллиардам добавили бы еще 5, все было бы шикарно. Но у него было эго. Пацан решил, зэк-рецидивист решил войти в историю. Поднял голову, поднял руку. Вот так она закончилась. То есть на остальных серых мышей это произведет убийственное впечатление. То есть после этого надежды на то, что в ближайшем окружении Путина может произойти какой-то там путч или заговор, второй типа Пригожинского, или а-ля граф Штауфенберг,
это вряд ли. Говорят, угрозы раздаются со стороны вагнеровцев. Тоже сомневаюсь, потому что вагнеровцы, они как бы из двух частей, зэки, их уже, наверное, обратно отправили, кто оставался. Кого не отправили, того в расход пустили. А другая категория – это бывшие грушники или там ушедшие в отставку. Их сейчас там всех почистят. Те, которые были там, отправят на пенсию или в другие подразделения, заполнят другими. Ну и все, это будет совсем другое подразделение. Я даже не исключаю и даже думаю, что, скорее всего, так получится, что Вагнер вообще скоро прекратит свое существование, потому что само его название будет всегда ассоциироваться с мятежом, пригожинским мятежом. Поэтому вместо него наверняка сейчас возникнет несколько других, а может, один крупнейший. Хотя думаю, что, скорее всего, несколько, для того, чтобы все яйца не класть в одну корзину. Но это будет уже ЧВК под полным контролем Кремля или самых доверенных Путину людей. Больше вот такой вот разношерстной компании, которая полностью будет отдана в распоряжение под руководством одного человека, я думаю, что больше так этого не допустит. Вот такая ситуация, господа. Так что, думаю, я очень опасался, просто очень опасался развития ситуации с выборами в Соединенных Штатах Америки. Но, оказывается, Бог с Украиной. Бог с Украиной. То есть вариант, и шансы на него возрастают о том, что помощь Украине будет продолжена. Что самые ярые противники Украины не придут к власти. Но надо работать, надо заниматься пиаром активнее. То есть вот я смотрю, ВСУ занимается своим делом. Гражданская администрация в Киеве, она занимается торговлей золотыми яйцами, управлением теми средствами, которые получены из этого, и пиаром. Но это пиар, это не тот уровень, который нужен сейчас в стране. Это пиар вот на пеньках Януковича. А нужен пиар на международном уровне в пользу Украины, государства. И сейчас он необходим просто позарез. Просто позарез. Нужно менять отношение американского избирателя к ситуации в Украине. И как показал Крис Кристи, это можно сделать, если делать это мастерски, если захотеть это делать. Вот на это и обратить нужно внимание. Самым неотложным образом. А с этим, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с Днем Независимости. Украина придет к этому счастливому будущему, о котором она мечтала еще 24 августа, когда я поплыл на этом катере, мы называли его «Лапоть» по Днепру. Все будет Украина, все будет хорошо. Поэтому слава Украине, слава ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей победе. Еще раз с Днем Независимости, Украина. До новых скорых встреч.